Всех приветствую, меня зовут Саид, представляю проект Замана Talks, в котором беру интервью у абхазов, добившихся успеха. По сути, это видеоинтервью, где интересные личности, профессионалы рассказывают о своем жизненном пути и профессиональном пути. Очень надеюсь, что проект и это интервью будет максимально полезно и интересно для вас, зрителей. У нас в гостях Тимур Шакая, основатель аптечной сети Горздрав, бывший уже собственник таких аптечных брендов, как 36,6, А5. В пике это было 2000 аптек примерно. Чуть больше, да. Даже чуть больше, с общим оборотом годовым 60 миллиардов рублей. Вы являетесь совладельцем таких легендарных брендов, как «Лошадиная сила». Вот такой у нас прекрасный гость сегодня. На мой взгляд, это феноменальные результаты, очень большой успех. И как обычному абхазскому парню из прекрасного города Сухум, который закончил Абхазский государственный университет, удалось достичь таких больших успехов? У нас, насколько я понимаю, сегодня есть 4 часа свободного времени. Да, абсолютно. Я сейчас все расскажу. Я рад приветствовать всех, дорогие друзья. Надеюсь, что-то сегодня, что мы расскажем, будет что-то кому-то интересно, кому-то что-то полезное, кто-то сделает какие-то свои выводы, кто-то подчеркнет какие-то нюансы и реализует их самостоятельно. На самом деле, как можно съесть слона? По кусочку. Точно так же и каких-то успехов, о которых сейчас можно говорить, о том, что вот то сделано, то сделано. Это все состояло из маленьких шагов, и путь к самой большой аптечной сети начинался с одного маленького аптечного киоска 2 на 3 квадратных метра внутри огромной 500-метровой государственной аптеки. Поэтому мы не строили какой-то грандиозный бизнес сразу. Мы делали все по чуть-чуть. Сначала одна, потом вторая. И даже сами аптеки Горздрав появились тоже не сразу. Если рассказать, как все стало происходить, свое 20-летие я встретил в московской больнице и, в общем-то, на себе ощутил и дефицит лекарственных препаратов и всего остального. А поскольку еще в Абхазии, можно сказать, занимался бизнесом, мы тогда все считали, что это бизнес, сейчас мы понимаем, что это просто какие-то такие попытки студентов как-то себя реализовать, куда-то деть свою энергию и что-то создать. И одно из направлений была как раз фармацевтика, поскольку на тот момент у нас был жуткий дефицит лекарств, и мы с партнером с сочинской аптечной базы привозили какие-то лекарства. И, оказавшись в Москве, мы поняли, что тут, в общем-то, все то же самое, по большому счету. И решили попробовать себя в этом направлении. И началось все, опять же, совершенно случайно. Кто-то обратился к нам с тем, что заказать какой-то лекарственный препарат, потому что мы его достали. Мы съездили в Сочи на ту самую прекрасную сочинскую аптечную базу, купили там это, привезли, а ему это уже не нужно было. Такой вот. Привезли в Абхазию, я правильно понимаю? Нет, это уже в Москву. Это уже в Москву. В Абхазию мы привозили в 90-е, в начало, 89-й, 90-й год, то есть 91-й. Фармацевтические, скажем так, ваши первые попытки бизнеса, они начались в Абхазии, насколько я понимаю? Начались еще в Абхазии. Тогда был совершенно дикий рынок, и лекарства у нас продавались вместе с шоколадками, и это было весело. На рынке дефицитные лекарства можно было купить либо на рынке, либо в каких-то коммерческих магазинчиках, которые продавали, пиво, шоколад. В общем, классическая американская аптека на самом деле. Это же до сих пор в американских аптеках можно купить сигареты, карты, бейсболки, жвачки и лекарства. Все в одном месте. На самом деле, тогда еще правильный бизнес у нас был передовой. И, соответственно, мы оказались с 15 ящиками никому не нужных лекарственных препаратов и стали пытаться куда-то их пристроить. Совершенно случайно познакомились с заведующей государственной аптеки. Она удивилась, что мы нашли какой-то дефицитный препарат. И мы договорились, что внутри ее аптеки мы откроем маленький киоск, где будем помогать людям находить дефицитные какие-то вещи. Спустя какое-то время так сложилось, что очередь в наш маленький киоск стояла с улицы через всю вот эту вот огромную
аптеку. И тихо-тихо-тихо развивались. Потом какое-то время дошло до 10 аптек, и тогда я задумался уже о каком-то серьезном масштабировании. Мы начали отрабатывать модель строительства 1000 аптек. Тогда это было настолько фантазийно, что не было такого еще понятия, как 1000 аптек в целом. То есть не было ни одной сети, и даже государственные аптеки еще не все получили лицензию. Мы стали думать, как если бы, построили некую гипотезу и стали отрабатывать модель. Отрабатывали ее довольно-таки долго. Отрабатывали ее много лет. Помимо этого я занимался другими какими-то вопросами, входил в команду социальной сферы Российской Федерации, занимались какими-то взаимоотношениями с заводом, решали какие-то задачи. И обратили внимание на то, что разница между ценой завода и ценой, по которой лекарства продаются в аптеке, она колоссальная. И мы поняли, что этот момент нужно как-то исправить, дав возможность людям покупать качественные лекарства по минимально возможным ценам. Так, в общем-то, и появились аптеки Горздрав. Они не сразу стали Горздравом называться, просто когда мы продавали в обычной аптеке лекарства очень дешево, люди приходили и говорили: что, подделка? Почему подделка? Как-то слишком дешево. Хотите, можете купить дороже, но наоборот, даже хорошо. И мы подумали тогда над брендом, чтобы он был максимально приближен к какому-то государственному, то есть какая-то государственность присутствовала, и так, в общем-то, появился... Как знак качества некий. Да, по большому счету мы давали действительно классные, качественные лекарства, но чтобы люди... Есть же эффект плацебо, когда ты веришь, хотя пьешь пустышку, она работает. А когда ты пьешь качественный лекарственный препарат, но считаешь, что это подделка, то качественное лекарство может не сработать. И чтобы люди покупали и качественные лекарства, и верили в то, что они качественные, мы как раз над этим подумали и действительно помогли огромному количеству людей. И, в общем-то, до сих пор аптеки Горздрав являются прекрасной сетью, которая помогает людям брать то, что нужно, по минимально возможным ценам. Отрабатывали модель, отрабатывали технологию, и мы поняли, что мы столкнемся на этапе роста с целым рядом каких-то таких вещей, как человеческий фактор, дефицит ресурсов, дефицит кадров и так далее. То есть, когда работа идет на одном киоске или на 10 аптеках, это одна история. Когда ты хочешь превратиться в 1000, там совершенно другие законы управления. И я вообще всем нашим слушателям, зрителям рекомендую, если вы хотите создать в итоге какой-то крупный бизнес и масштабировать его, то, что у вас есть сейчас, или входить в какой-то проект, нужно изначально даже первый свой продукт, первый свой, киоск, условно назовем, или интернет-магазин, или что угодно, неважно, что вы делаете, строить по тем принципам и по тем алгоритмам, которые у вас будут работать, когда ваш проект достигнет тех больших масштабов, которые есть. Потому что огромное количество компаний споткнулись именно на масштабировании. Огромное количество моих конкурентов, они потерялись именно когда попытались сделать скачок, потому что они работали не на алгоритмах будущего, а на алгоритмах прошлого. И это их в какой-то момент очень сильно подвело, хотя аптечные сети были достаточно крепкие, устойчивые, но То есть вы оптимизировали процессы, автоматизировали их, насколько я понимаю? Да. Была выстроена система на 10 аптеках так, как если бы аптек было 1000. А как вы росли с 1 до 10? Это какой-то естественный был рост? Это был естественный рост. Без кредитования, без инвестиций? Никаких кредитов. А с 10 до 100, предположим? Все было без кредитов. То есть это все, скажем так, с прибыли? Да, мы просто всю прибыль реинвестировали внутрь. Угу. Да, и, естественно, росли, получается. Да, кредиты мы уже стали привлекать после череды слияний, и тогда уже для дальнейших слияний приходилось, для поглощений каких-то уже приходилось применять кредитное плечо, но именно этот классический момент роста, он был исключительно на собственные средства.
Мы брали, естественно, товарные кредиты, это было, да, то есть нам товар давали на определенную реализацию, мы эти деньги запускали в процесс развития, роста, ну, как бы использовали партнер, и это нам помогало. Но самый главный момент — это были именно алгоритмы. И мои друзья, которые были моими конкурентами, они всегда так улыбались, посмеивались, потому что там, у меня было 10 аптек, у них уже у многих по 20, у меня там 10, у них уже у многих 30, у меня 10, у них уже у многих там по 50. А потом в какой-то момент, когда мы модель полностью отработали, то у них 50, у меня 20, у них 60, у меня 30, у них 70, у меня 50, 100, 200, ну и так далее. Это выросло действительно, ну, какую-то такую серьезную, большую, интересную историю. После того, как мы добились успеха в сегменте дисконт, мы стали пробовать себя в каких-то других направлениях. Произошло такое глобальное слияние, и дальше мы стали развиваться. Появились бренды 366, опять, Старый лекарь, Away Luxury, и мы получили портфель разных совершенно проектов, и под каждое направление, под каждый адрес мы могли выбрать какую-то определенную модель и бизнеса, и формата ценообразования, и категорию аптеки. Это давало нам дополнительные преимущества, потому что если сеть монобрендовая, ну, как бы они выбирают локацию, которая подходит к их бренду. Если она к их бренду не подходит, они пытаются там за уши натянуть сову на глобус, но как бы это не всегда эффективно. А в премиальных районах мы делали аптеки АВЕ, в районах с большой проходимостью, как бы, и в районах с социально незащищенными слоями населения мы делали горздрав, где-то в каких-то таких относительно престижных местах мы развивали 36, стрит-ритейл развивался у нас под брендом А5, ну и так далее. Все-таки хочется покопаться еще как бы в истоках. Что все-таки вами двигало на первых этапах вашего предпринимательского пути? Это там просто вы увидели незанятую нишу или там желание заработать, самореализоваться? И на каком этапе появилось ли оно в принципе ощущение некой миссии? Необходимо ли оно там предпринимателю, человеку, который строит большие проекты, бизнесы? То есть все-таки интересует ваша внутренняя мотивация тогда и сейчас? Я с детства себя помню человеком, который всегда искал какие-то приключения. Не знаю, если мы играли, там, не знаю, в ловитки, да, салочки, там, мы играли на гаражах и перепрыгивали там с гаража на гараж, там, и делали какие-то вещи, которые сегодняшние родители, глядя на детей, ну, никогда им не позволили. Ну, как-то так я всегда искал какие-то приключения. И к бизнесу я подходил именно как еще одному какому-то приключению, чему-то новому, чему-то интересному, чем можно заняться, и что будет интересно, если вдруг получится. Поэтому именно на самом начальном этапе, ну, тогда же бизнеса как такового еще не было. То есть были какие-то вот первые попытки что-то сделать. И к такому понятию, как миссия, я подошел уже вот достаточно спустя какое-то количество лет. Причем это уже был успешный бизнес, и просто потом мы поняли, что да, оказывается, то, что мы делаем, это миссия. Какой-то первый MBA я получал, и там как раз получал эти теоретические уже знания. Но для себя мне было очень интересно дать возможность населению покупать лекарства по минимально возможным ценам. Мне интересно было сломать этот рынок. Это тоже было определенное приключение, причем достаточно такое увлекательное и опасное, потому что когда ты рушишь рынок, не все довольны. Ну, по какой-то причине странной, не знаю. И на тот момент, когда мы создавали этот дискаунтер, первый дискаунтер в нашей стране, тогда еще дискаунтера не было, мы его тоже не знали. Популярная наценка в аптеках была там 500%, 1000%. То есть люди за рубль что-то покупали, за 10 продавали. А мы решили всю эту систему разрушить. Причем довольно-таки жестко. И
вокруг нас собирались разные коалиции, которые пытались с нами всячески бороться. Это был интересный опыт. Мы его прошли. Мы изменили рынок фактически. Многие нас до сих пор за это не очень любят, но люди нам благодарны. Потому что действительно мы полностью поменяли систему ценообразования в аптечном бизнесе по всей стране в итоге. То есть это уже шел как эффект домино. Те, кто пытались конкурировать с нами в Москве, понимали. Сначала все говорили, что модель дискаунтера – это вообще зло, это вообще как бы невозможно, что дискаунтер – это убыточный бизнес и так далее. И до сих пор многие не понимают эту модель, как она работает на самом деле, в чем ее там. Но она работает только на масштабе или это ошибочный тезис? То есть, условно, я смогу зарабатывать в модели дискаунтера, если у меня там 100, 200, 300, 1000 аптек, или это не так? Это не так. Это не так. Здесь это все математика, естественно. Все надо считать, все, любая гипотеза считается очень легко на уровне арифметики. Просто когда мы работаем с той или иной системой наценок, мы сразу понимаем, да, какой объем выручки нам нужен для того, чтобы компенсировать то, что мы недозаработаем в наценке, чтобы мы это заработали за счет масштабирования, за счет привлечения количества покупателей. Понять, а может ли такое количество покупателей в принципе пройти через тот или иной пункт или точку или что-то. Да? И неважно, это электронная коммерция или это многие не задумываются даже об этом, к сожалению. Я до сих пор очень много бизнес-кейсов разбираю, смотрю. Люди просто не посчитали. Думали, что вот так. А даже в электронном магазине, да, всегда нужно считать стоимость доставки, возможность складских ресурсов, возможность там и так далее. Иногда люди забывают об этом, и поэтому что-то не получается. Мы все просчитали, прикинули, повезло, получилось, в принципе. Удалось, и я считаю, что во многом именно это везение, а во многом это практика. Все ваши проекты вы ведете или вели со своими друзьями. Есть расхожее мнение, что это неработающая модель, так и бизнес потеряешь, и друзей. Вы в этом смысле действуете наоборот и достаточно успешно, за счет чего у вас получается вести бизнес со своими друзьями, вести его успешно. Есть ли тут фактор того, что, скажем так, с детства у нас в Абхазии отношение к дружбе, тем более особенно мужской дружбе, такое достаточно важное. И есть ли в этом элемент культуры, в которой вы там выросли, ваше детство и юность прошло? Наверняка в этом есть элемент культуры, но когда я строил бизнес различные, строил их с друзьями, я об этом не задумывался, я не думал о том, что это у меня из детства или еще откуда-то. Я мыслил просто немножечко другими категориями. Во-первых, я считаю, что если дружба испортится или можно потерять друга, если ты с ним начал вести бизнес, то здесь стоит задать вопрос, а друг ли это, и дружба ли это была. Да? Если она, споткнувшись о какие-то совместные проблемы, потеряется, надо перекреститься, сказать спасибо, потому что, видимо, это была все-таки не дружба, а какая-то иллюзия. Что же касается моих мотиваций, то я вообще очень часто люблю нарушать правила, и это одно из тех правил, которые я нарушаю сам и рекомендую нарушать всем остальным, потому что многие правила, к сожалению, нам навязывают с определенной целью, причем умышленной целью, и пропагандируют это через разные источники, через разные книги, через разных бизнес-гуру. Одно из таких правил, которые нам навязывают, да, это масштабирование, например. Мы вернемся сейчас к друзьям, я просто чуть-чуть с другой стороны зайду, чтобы было понятно, да, теория глобального заговора против нас, против всех. Тех, кто пытается что-то сделать, против предпринимателей и так далее. Нас всех учат некому масштабированию бизнеса, а меряют друг с другом по объему выручки. И это делается умышленно. Нас загоняют в ловушку гони за ростом. Да? То есть нас выращивают, но я уверен, что наши зрители, да,
У кого-то есть, там, не знаю, деревни, кто-то знаком с фермерской жизнью, кто-то еще с чем-то знаком. Возможно, что-то напомнит, кого выращивают. Выращивают обычно что-то, что потом идет на убой. И в бизнесе на самом деле то же самое. То есть раз в 10 лет объявляется какой-то кризис, и начинается так называемый сезон жатвы, когда бизнес переходит от тех людей, которые его создали, в какие-то другие структуры. Обычно это банковские структуры, а потом банковские структуры переходят в более крупные банковские структуры, их тоже раз в какое-то количество лет срезают и так далее. Поэтому не очень хочется быть в числе тех людей, которых кто-то выращивал. Но почему никто не учит мерить компании по уровню прибыли? Вот одна компания, там, не знаю, 100 миллионов имеет выручку, другая компания имеет миллиард выручку, допустим, годовую. Какая из них эффективнее, какая из них круче? Согласно сегодняшним теориям, да, сравнения, то эта компания, там, которая миллиард, она в 10 раз больше, в 10 раз круче, чем та, у которой 100 миллионов. Но может так быть, что из этих 100 у этих людей 90 миллионов чистой прибыли, а у этих, которых миллиард, могут быть убытков еще на 100 миллионов. Но по традиционным моделям, да, сравнения компаний, по рейтингам, по всем, та, которая миллиард, она гораздо больше и круче. И на самом деле это одна из ловушек, в которые вгоняют предпринимателей. Сама система построения, базовая формула бухгалтерской формулы прибыли. Что есть прибыль? Да, это условно доходы минус расходы равно прибыль. Простейшая формула. Казалось бы, что все правильно. Но тоже здесь заложена ловушка. Дело в том, что, согласно так называемым законам Мерфи, наши расходы всегда догоняют наши доходы, еще немножечко стараются их превзойти. Это на самом деле ловушка, она психологическая. И правильно строить бизнес по другому алгоритму, что доходы минус запланированная прибыль равна расходы. И если мы начинаем мыслить так, то что-то начинает меняться. Мы, во-первых, перестаем гнаться за выручкой. Потому что когда мы гонимся за выручкой, мы снижаем рентабельность, мы еще какие-то вещи делаем. Потом в какой-то момент наступает кассовый разрыв, мы берем кредиты, втягиваемся в эту историю. А делают это как раз те структуры, которые заинтересованы в том, чтобы дать нам кредит на рост. Чтобы мы брали деньги под проценты, возвращали проценты, были в постоянной системе долгов и так далее. То есть умышленно построенная система, которая раз в какое-то количество лет, как только возникает какой-то кризис, к сожалению, банки, они это особо и не скрывают, что банк – это организация, которая дает тебе зонт, когда светит солнце, и забирает его, когда начинает идти дождь. И, к сожалению, когда начинаются какие-то финансовые передряги в мире, они быстренько отзывают сначала кредиты, на которые ты рассчитывал, требуют досрочного погашения. У них всегда есть возможность для этого, потому что где-то какой-то ковенант обязательно кто-то не выполнил. И дальше, когда предприниматель не может вернуть, ставят 3 дня на возврат, еще какие-то вещи, бизнес потихонечку уходит к банку. Не скажу, что они потом его эффективно управляют, но у предпринимателя, который его растил, его уже нет. Если же предприниматели будут опираться на прибыль, то во главу угла их бизнес-модели всегда будет более устойчивое положение, да, ставится. И бизнес, основанный именно на прибыли, на росте прибыли, а не на росте выручки, он немножечко притормаживает развитие, он всегда следит за планированными какими-то вещами и так далее. Да? То же самое про друзей. Тот, кто придумал, что мы должны работать не с друзьями, я всегда, когда меня спрашивают, ты что, работаешь с друзьями, я говорю, с кем мне надо работать, с врагами? Это сделано умышленно для того, чтобы легче было разорвать компанию, чтобы легче было внести раскол,
чтобы легче было уносить какие-то вещи, чтобы человек на работу приходил именно как на галеры и так далее. Да? То есть, когда ты приходишь в коллектив, и твои партнеры не являются твоими друзьями, да, вы с ними встречаетесь только из-за финансовых каких-то вопросов. Во-первых, ваш мозг становится оппонентом вашей цели. Когда вы строите свой бизнес со своими друзьями, и когда вы строите свой бизнес не ради денег, а ради приятного времяпрепровождения, казалось бы, страшную вещь сейчас говорю, но это правда. Деньги приходят в этот момент. Ваш мозг становится вашим союзником. Потому что мозг как орган сам по себе, у него собственный разум есть, да? Будем примитивными какими-то такими вещами говорить. Там, не знаю, актуальное подсознание имеет интеллект 2-летнего ребенка, может быть, 3-летнего. Все, что доставляет удовольствие, хорошо. Все, что нравится, хорошо. Все, что не нравится, плохо. И вот представьте, мы как бы начали заниматься бизнесом, который нам не нравится, с людьми, которые нам чужды. А у нас где-то есть друзья, у нас где-то есть наши интересы и увлечения. Что начинает делать мозг, которому не нравится то, что мы делаем? Он начинает подбрасывать нам какие-то идеи. А ты вот почту не проверил, а вот там, по-моему, сообщение какое-то пришло, надо почитать. А вот сейчас надо позвонить, ты там давно не звонил тому, такому-то человеку или такой-то девушке, или такому-то другу, там, или еще чего-то. А вот надо вот это сделать. А сейчас уже что-то поздновато. Сегодня уже не будем это делать, завтра это сделаем. И он начинает тебя от бизнеса уводить, постоянно вбрасывая какие-то идеи в сознание. Ну, то есть у нас, чтобы мы понимали, так, да, то есть в мозге рождается идея, которая потом выходит в сознание спустя достаточно серьезный интервал времени, на самом деле, там, чуть ли не в секундах измеряющийся. Мозг нам подбрасывает ту или иную идею. Если же мы занимаемся любимым делом, с приятным нам окружением, мозг начинает 24/7 работать на эту тему. Посмотрите, что делают глобальные IT-компании, посмотрите, как устроены офисы. Они делают все, чтобы айтишник, там, ну, будь то Google, будь то Яндекс, чтобы ему не хотелось уходить из офиса. Словно там и массаж можно сделать, и покушать, и поспать, и в мячик поиграть, и там что угодно. Вот все, что в голову может прийти, на что человек мог бы отвлечься и поехать куда-то, там есть уже на месте, внутри среды этой компании. То есть для вас окружение приятными людьми, дружественными вам, это принципиальное условие продуктивности, успеха там, и так далее? Ну, у нас одна жизнь. В сутках 24 часа. Мы либо живем и получаем удовольствие от происходящего, либо пашем. Я вот, например, ни дня в своей жизни не работал. Да? Я всегда занимаюсь тем, что мне нравится. Я всегда занимаюсь тем, ну, условно, за что я сам бы готов был платить деньги, просто потому что это для меня некая форма развлечения. Мне это интересно. Что-то создать, что-то придумать, что-то прикольное сделать, потестировать, попробовать, выпустить. Какую-нибудь провокацию замутить интересно. Когда мы там какие-то бренды создаем или что-то еще, мы смотрим, чтобы это доставляло удовольствие. То есть мы всегда с партнерами подходим к вопросу не в том плане, а точно получится или не получится. Мы подходим под другим углом. А точно прикольно будет? Понравится? Удовольствие получим от процесса? И если да, мы идем в эту тематику. Вот сейчас мы для бренда «Лошадиная сила» сняли довольно-таки провокационную, но очень интересную рекламу очередную. Мы всегда что-то придумываем вот, немножко неожиданно. Да? А я не так давно подружился с нашим легендарным хоккеистом Игорем Ларионовым. Мы с ним вместе входим там, в клуб «Рыбаки и охотники». Интересное закрытое сообщество с классными людьми. Когда я с ним познакомился и поговорили, разговорились,
меня зацепило в нем целый ряд каких-то моментов, и я предложил ему сняться в рекламном ролике, достаточно провокационном, который цепляет сразу по каким-то многим моментам. Я понял, что его может это зацепить, что он вот захочет согласиться сняться, потому что он такой очень духовитый, целеустремленный, такой, условно, другому я бы это не предложил. Ему я предложил прикольную вещь. В итоге, как выглядит ролик? Там несколько вариантов у нас этого ролика. Начинается со спины, то есть показывается чья-то голова, красная хоккейная форма советская. Вот это была тогда советская красная машина. Там Игорь Ларионов был представителем лучшей пятерки Советского Союза по хоккею. И надпись на спине «Ларионов». Да, камера потихонечку отъезжает сзади, да, чтобы показывать, что это как раз тот самый Ларионов. Ролик всего лишь 5 секунд. Фраза звучит очень просто. Текст такой: «Быть на коне в любом возрасте мне помогает гель для суставов «Лошадиная сила». Но когда это показывается просто со спины, зритель пока еще не видит ничего. Он видит спину, видит Ларионова, слышит текст. Камера в это время по кругу объезжает, чтобы показывать тот самый Ларионов. А потом камера отъезжает дальше и показывает, что он сидит в хоккейной форме действительно на коне. С клюшкой, с гелем для суставов. Мало кто из взрослых солидных людей согласился бы вот в такой немножко провокационной все-таки. Но там сразу несколько нюансов, да, то есть слово «на коне», да, оно играет, во-первых, быть на коне, да, это на вершине там чего-то, всегда на коне. Это физически на коне. А он еще из ЦСКА, да, то есть у него прошлое с ЦСКА связано, конная спортивная армия. У него есть свое отношение к этому, к ЦСКА. Там много-много разных моментов, и в итоге получилась такая, не всем, конечно, будет понятны все смыслы этого. И он сейчас тренер, который играет против ЦСКА, он сверху на коне оказывается. Там целое... То есть много смыслов. Очень много смыслов, но я говорю, но самое главное, что он согласился. И вот мы этот ролик еще не выпустили, а уже телеграм-каналы без нашего участия начинают про него писать. То есть где-то что-то кто-то увидел, где-то что-то, там не этот ролик показывают, а просто с фронта камера отъезжает, тоже там я и Игорь Ларионов каждый вечер мажу свои суставы гелем «Лошадиная сила». Но это тоже прикольно. И когда мы с партнером, у нас много партнеров, да? И вот в частности с тем, с кем мы этот бренд придумывали, есть такой Сергей Зеленкин, человек, с которым я вот этот бренд фактически создавал. Да? У меня свои партнеры, у него в команде свои партнеры. И вот часть партнеров, вообще сказали, что это бред. А другие выступили категорически против. Да нет, это провальная история, да, вообще нет, против. Мы с ним не думали, окупится реклама, правильно мы делаем, неправильно. Мы подумали, а прикольно будет? Точно прикольно. Удовольствие получим? Точно получим. И вот мы пошли. И сейчас то, что это именно дало тот самый вирусный эффект, на который мы рассчитывали еще до выхода рекламы. То есть еще не появился ролик нигде, а уже про него начинают писать, про него уже начинают говорить. Это значит, что мы четко попали в цель. Но шли мы не за деньгами. Мы шли за развлечением, за приключением. Вот эта философия, о которой вы сейчас говорите, она всегда была вам присуща? Вот представим, условно, 90-е, вы только-только открыли вот эту первую аптеку 2 на 3. Вы тогда тоже исповедовали то, о чем вы сейчас говорите? Или была все-таки утилитарная цель заработать деньги, а потом... Тогда потребности, конечно, были очень большие, потому что я оказался относительно чужом городе, хотя в Москве у меня прошла половина моего детства. И физически по здоровью были проблемы, еще какие-то моменты были. Да, финансовый вопрос стоял достаточно остро. Но это не мешало никогда заниматься
тем же самым под углом каких-то там, не знаю, приключений. Да? То есть мы там, с моим партнером могли, ну, скажем так, мы искали лекарства ногами. Мы работали на том, что дефицит на то, чего вот в округе нет. И мы могли уехать там за 200 километров куда-то на каких-то электричках, там, на себе тащить это все, да, просто чтобы вот у нас это было, а ни у кого нет. Мы где-то нашли, мы где-то достали. Тогда был, что называется, маркетинг 1.0. Если у тебя есть товар, все, значит, люди у тебя стоят. Тебе надо было придумывать какое-то позиционирование, тебе не надо было делать ничего, надо было просто найти дефицит. Поэтому, да, как бы финансовый вопрос стоял остро, но подход к приключениям, он никуда не делся. Мы никогда не подходили к бизнесу как к финансовой модели. Никогда не подходили к бизнесу вообще с точки зрения финансовых директоров там, или еще чего-то. Всегда был другой подход. И более того, скажу какую-то вещь, которую кто-то из бизнесменов поймет, кто-то не поймет, кто-то посчитает, что я как бы говорю вообще неправильно. Любую сделку или любой бизнес могут убить 3 человека. Финансовый директор, главный бухгалтер и юрист. И если они получают контроль над компанией, если они получают контроль над проектом, они всегда знают, почему что-то сделать нельзя. Что финансовый директор никогда не даст рискнуть. Это его задача, это его работа. Он должен подходить к вам и жужжать в ухо, что риск не оправдан, что так делать нельзя. Но право выбора ему давать нельзя ни в коем случае. То же самое касается юриста, то же самое касается главного бухгалтера. И во всем мире те структуры, где власть получали либо юристы, либо бухгалтера, либо финансисты, эти структуры шли вниз. Всегда. Потому что это необходимые профессии. Нельзя работать без бухгалтера, нельзя работать без юриста, нельзя работать без финансовых знаний. Если ты сам еще и являешься финансистом в своей компании, то у тебя должно быть четкое нормальное раздвоение личности. Хорошая биполярочка. Потому что, с одной стороны, ты должен как бы пытаться вести компанию куда-то, а без риска это невозможно. С другой стороны, ты должен как бы все время себя бить по рукам, останавливать и как бы доказывать, что риск не оправдан и так далее. И за счет этого возникает какой-то баланс. То есть вы свой менеджмент не слушаете, а всегда финальное решение за вами, насколько я понимаю? Ну, по большому счету так. Я слушаю партнеров. Угу. Да, и у партнеров может быть разное мнение. Я слушаю свой менеджмент, очень хорошо слушаю, но я их слушаю для того, чтобы оценить степень риска, оценить степень вот этого вот прохождения по тоненькому там, и так далее. Ну, то есть без каких-то таких моментов, да, можно построить средний такой вот на 3 бизнес. То есть если все делать правильно, по стандартам, принятым в той или иной отрасли, там, строить воронки продаж, там, еще какую-то фигню, которую, да, половина инфо-цыган сегодня учат людей заниматься бизнесом. Если по этим параметрам строить, на самом деле в этих знаниях нет ничего плохого. На твердую 3 точно можно построить. Но что-то серьезное, классное, крутое, что-то, что людям запомнится, что-то, что вот куда-то там или в сердце, или в мозг проникнет, этого невозможно добиться по классическим проверенным методикам. Ну, поэтому там такие компании, как Apple, такие компании, как там, не знаю, ну, неважно, да, они нарушают традиции, нарушают какие-то принятые вещи, и за счет этого ломается стереотип. И может промахнуться, да, а может попасть в самое сердце и как бы, там, стать чем-то. Но мы можем сказать, что именно благодаря этому вам все эти годы удавалось обходить конкурентов, расти быстрее? Конкурентов удается обходить только за счет базовой вещи.
я стараюсь на кончиках пальцев ощутить то, что будет. Большинство людей, если взять, там, не знаю, финансовый успех в виде цели какой-то, да, знаете, когда мы стреляем там по тарелочкам, а у нас в стране еще и охота очень популярна, да, а если мы идем там, не знаю, на охоту на перелетных птиц, к примеру, и если мы целимся в птицу, то когда дробь долетает, птицы уже там нет. Она уже улетела. Нужно стрелять на какое-то опережение. В бизнесе все то же самое. Нужно целиться не туда, где деньги сейчас, не туда, где успех вот сейчас, а туда, где он будет. То есть туда, куда он, по нашему мнению, должен прийти. Мы можем промахнуться, а можем попасть. Но если мы будем целиться туда, где он есть сейчас, мы 100% промахнемся. Это, знаете, как покупать акции, которые сейчас вот на пике, про которые все говорят. Это гарантированная потеря денег, потому что 99,9 этот пик, он перед большим падением. Ну, то есть как вы это умение прокачали в себе? То есть как предугадывать, как делать такие классные маркетинговые кампании? Например, вы в одном из интервью говорили, что приняли решение выйти из всех аптечных своих бизнесов прямо перед пандемией, насколько я помню. То есть это же тоже своего рода такое правильное предугадывание событий. Там два момента сработало. С одной стороны, как бы в какой-то момент я понял, что я начинаю работать. А я работать не люблю. Мы выросли, мы превратились в какую-то уже корпорацию. И появились какие-то подковерные интриги, какая-то непонятная закулисная борьба. Вместо того, чтобы тратить, инвестировать время на что-то классное, создать еще один какой-то там, не знаю, уникальный бренд, потому что мы во всех сегментах у нас получилось. Там Горздрав был дискаунтер номер один, АВЕ Лакшери были премиальные аптеки номер один в мире, 366 там самый популярный бренд, опять это стрит-ритейл номер один, ну и так далее, да? То есть нам удалось создать какие-то вещи, и мы могли бы думать еще о том, чтобы создать вот что-то еще классное. А у нас началась какая-то вот внутренняя тягомотина, туда-сюда, пошло перетягивание одеяла, какая-то политика внутри компании завелась. Я понял, что мне это не нравится. Это звоночек номер один. Второй звоночек, я понимал, что офлайн-бизнес в традиционном формате бесперспективен. Это когда еще не было доставок лекарств? Да, не было. Ну, они были, но это было все в очень... серой зоне. Да. И занимало там 0,00001% там, от общего объема рынка. Но я понимал, что люди же, в принципе, мы все ленивые существа. И если нам что-то можно не делать и получить, мы всегда не сделаем и получим. Да? То есть, и там, онлайн-доставка еды и так далее, да, она, большинство из нас уже, по крайней мере, жители крупных городов, очень избаловались вот этим моментом там, уже в супермаркет пойти, а зачем, если можно вот пару кнопочек нажать, тебе курьер привезет все то же самое, еще и там, в большинстве городов доставка бесплатна после определенной цифры там, и так далее. То есть ни экономии, ни удовольствия, как бы, ничего не получаешь от похода в магазин. То же самое и в аптеку. Ну, что ходить в аптеку, тереться там с кашляющими, чихающими людьми, еще что-то прихватить, заразиться, там, если ты можешь это все заказать по большому счету онлайн. И я понимаю, что сама форма ритейла как таковой, она устаревает. Да, будут меняться кардинально форматы. Оффлайн никуда не денется. Естественно, он будет. Просто он будет другой. То есть магазины постепенно будут превращаться в шоурумы, где человек будет приходить, знакомиться с товаром, где он будет знакомиться с продуктом, где его можно будет поддержать, там, потрогать и так далее. И на самом деле в Штатах прям вот за неделю, что называется, до пандемии, мы в составе клуба первых лиц ритейла полетели в Нью-Йорк на выставку розничных технологий. Да? Нас привезли на экскурсию в магазин совершенно вообще нового формата. Уникальный бизнес-формат, классный,
Но вот придумать это крайне сложно было бы такое. Но люди сделали на абсолютно неочевидных вещах. То есть у них есть небольшой 4-этажный магазинчик, и каждый этаж распределен на небольшие зоны. И в каждой этой зоне представлен какой-то продукт, какой-то бренд. И делается это как раз для тех людей, которые покупают не в офлайне, которые покупают в онлайне, но хотят это потрогать своими руками. И многие бренды, которые как бы имеют хорошие онлайн-продажи, приходят вот в этот магазин и арендуют у него территорию для того, чтобы сделать маленькую экспозицию, чтобы люди, которые интересуются, пришли, потрогали и так далее. Но они пошли еще дальше. Они начали сотрудничать с туристическими компаниями, и туристические компании привозят к ним целый автобус, они делают маленькое развлекательное шоу вокруг всего этого. То есть людям интересно, большое количество людей привозят. Люди причем платят за посещение этого магазина, что самое смешное. Но они платят как бы не за магазин, не за то, что им отрекламируют там матрас или крем. Они платят за как бы то развлекательное шоу, которым сопровождается поход по этому магазину. Ничего особенного. Где-то какая-то вкусняшка, где-то там что-то еще, где-то какое-то маленькое приключение, где-то какой-то квестик, какая-то экскурсия. Рассказывают, при этом фактически рекламируют тебе продукты те или иные. Да? Магазин называется Showfields. Крутейшая бизнес-модель, выручка с квадратного метра, доход с квадратного метра в 10 раз больше, чем если бы они просто что-то продавали внутри этого магазина, там тот же ассортимент или в 100 раз больше ассортимент. При этом в ассортимент они не вкладываются вообще, они продают эмоцию продают аудитории, а арендаторам продают аудиторию. Селлеры, да, которые на маркетплейсах или где-то в e-коме продают свои бренды, которые заинтересованы в том, что кто-то мог прийти, пощупать, посмотреть, потрогать, понюхать там, или еще что-то, в зависимости от того, какой у них продукт, тоже заинтересованы своим покупателям предоставить такую возможность. И они тоже не считают, а сколько они продали через конкретно этот магазин. У них вот эта расходная часть, она как часть маркетинга на всю свою, скажем так, систему продаж строится. На тех людей, которые даже никогда в жизни в этот магазин не заходили, даже не слышали про него. Все равно эта система распределяется, потому что они по-прежнему остаются онлайн, магазинам, онлайн-бизнесам, но при этом дают доступ тем, кто хочет офлайн. То есть такая микс-модель, совершенно неочевидная. Как бы, да, сейчас, когда я ее изучил там полностью, она мне кажется, да, понятно, классно, хорошо придумали, надо тоже так делать. Но вот дойти до этого, я бы не придумал, например. Да, а кто-то вот взял и придумал такую штуку. И зарабатывает прекрасные деньги, великолепный бизнес, и пользу приносит и тем, и другим. Посетители уходят с прекрасными эмоциями. Вот. Что-то там можно купить на месте, но большинство вещей купить нельзя даже. По QR-кодику их можно заказать, и их привезут домой. То есть модель меняется. И то, что она будет какой-то другой, я не знал, какая она будет, эта модель. После того, как стал в этом направлении идти, появились вот эти самокаты, появились какие-то еще, Яндекс, Лавка и так далее. И это тренд, который традиционную розницу будет кардинально менять. Будут микс-гипермаркеты, неважно, что, по какой тематике они будут, но гипермаркет должен быть одновременно и шоурумом, и даркстором, пунктом вывоза заказов и системой доставки. Да, то есть в шаговой доступности, самокатной доступности курьеры должны продукцию из этих супермаркетов быстро довозить до людей. Вот тогда эта система будет работать. Будь то аптечный бизнес, будь то косметический бизнес, будь то продовольственный бизнес, будут какие-то вот эти форматы. Мы сейчас озвучили разные форматы. Если бы сегодня, в 2024 году, у вас была бы цель войти в аптечный рынок и отрасль, есть ли какие-то ниши, которые можно, куда можно еще прийти, или уже, скажем так, этот рынок полностью подмят под гигантов? Да не бывает подмятых рынков. Всегда есть какая-то ниша. Всегда можно посмотреть,
на американские аптечные сети, где, там, не знаю, Walgreens, какой-нибудь гигантский гипермаркет, стоит рядом с какой-нибудь домашней аптечкой, где работает там муж с женой и там дочь, но зато этот муж с женой, он является владельцем и помещения, и аптеки, как бы, и жена является одновременно сотрудницей, там, и дочь помогает им. Зато они знают каждого жителя вот своего района, который приходит к ним, они знают каждого клиента по имени, люди к ним приходят пообщаться, они создают из аптеки некий клуб, и люди приходят поговорить, и их чек многократно выше, чем чек этого гипермаркета с огромным ассортиментом. То есть всегда есть какая-то возможность. Но и, повторюсь, то есть если бы я сегодня входил в аптечный бизнес, да, я бы сделал шоурум классический, огромный, откуда бы я делал сразу доставку по многим направлениям. Да, ну, доставку были для ближайшего района. Вот, и главное, чтобы скорость этой доставки была там 15-30 минут. В этой ситуации я бы моментально занял сердца близлежащих там клиентов. Потому что если тебе лекарства привезут прямо сейчас, то зачем тебе в аптеку идти? Ну, естественно, законодательство, там какие-то нюансы чем с самокат рецептами. по факту сейчас и занимается. По Самокат, большому лавка. счету, да. По большому счету, да. Просто ни у самоката, ни у лавки нет шоурумов. А хорошо бы, чтобы человек мог прийти, что-то потрогать один раз, посмотреть. Ну, то есть так мы заказываем узкий ассортимент, но когда нам дается возможность вот познакомиться, потрогать и так далее, чек вырастает, количество заказов на какие-то новые штучки появляется. То есть продать новый продукт через систему самоката и Яндекс.Лавки чуть-чуть сложнее, чем продать его, когда у клиента есть живой доступ на него посмотреть. По поводу образования хотел с вами поговорить. Вы в одном из своих интервью говорили, что получили несколько MBA. Насколько это важно для вас постоянно узнавать что-то новое с точки зрения образования? То есть насколько это вам помогло в вашей работе, в ваших проектах? Ну, я отвечу более широко, наверное, насколько это нужно вообще. Да, вообще это не нужно. Огромное количество успешных людей по всему миру вообще не имеют образования. То есть образование никак не коррелируется с успехом в большом бизнесе. Но я рекомендую всем учиться. Просто я лично получаю удовольствие от, опять же, учебы. Для меня это погружение в студенческую атмосферу. Абхазского государственного университета? Конечно, конечно. Это же самые прекрасные, веселые годы моей жизни. И когда я иду снова куда-то учиться, я ловлю частичку того драйва, того кайфа, который был именно в студенческие годы. И это, очень классно. Но здесь срабатывают еще и какие-то другие вещи. Даже если я не получаю какое-то новое знание на очередной учебе, я всегда все равно какой-то То есть даже приходит преподаватель, который рассказывает то, что ты сам можешь рассказать 10 раз и так далее. Во время учебы любой, чтение книги или слушание лекций, какие-то процессы происходят в мозге, и у тебя зарождаются идеи, которые на самом деле даже вообще никак не связаны ни с тем, что ты слышишь, ни с тем, что ты читаешь. Но рождается какая-то новая идея, которой не было. Это дает очень классный эффект. Поэтому я люблю учиться и рекомендую всем это делать. Не обязательно получать MBA, но если есть возможность, то почему бы и не сделать это? Во-первых, для себя какое-то достижение дополнительное. Знакомство, это нетворкинг, там всегда учатся какие-то интересные люди, хорошие связи дополнительные. Почему нет? Вы создатель, не побоюсь этого слова, легендарного бренда «Лошадиная сила». Мы уже несколько раз затрагивали эту тему. То есть это уже реально такой народный бренд. Я хотел бы с точки зрения маркетинга это обсудить. То есть я, насколько понимаю, это ваша основная компетенция, то, в чем вы сильны. Это то, чем я люблю заниматься. То есть... условно из 100% времени сколько
времени занимает обсуждение каких-то рекламных, маркетинговых историй? Ну, скажем так, во всех своих бизнесах я, не знаю, являюсь директором по рекламе, назовем это так. То есть, соответственно, моя задача – это стратегический маркетинг и реклама. То есть, куда мы идем, что мы делаем, что мы создаем, для кого мы это создаем, и как этим людям сообщить о том, что это для них появилось. То есть, это две параллельных задачи, стратегия и тактика. Вот. Я просто очень люблю это делать, и я всегда всем рекомендую заниматься в первую очередь тем, что доставляет удовольствие. И, это рабочая система. Она помогает мне, помогает моим партнерам, моим друзьям. Если они свое время сосредоточили, инвестируют в то, что приносит им удовольствие, эффективность сильно выше. Могу ли я заниматься финансами? Могу, конечно. Нравится мне это? Нет, не нравится. Мне больше нравится маркетинг. Поэтому я в этом направлении развиваю и компетенции свои, и инвестирую свое время именно в это направление. Поэтому это касается не только лошадиной силы, это касается и других каких-то брендов. Эксклюзивная дистрибьюция бальзама для губ Carmex. Тоже строили рекламную кампанию, тоже прикольная история. И в аптеках Горздрав я занимался тоже рекламой, именно в первую очередь брендингом, развитием всего этого. То есть это больше идет от того, что мне нравится, а не потому, что я только это умею. А какие ваши основные 3 правила в маркетинге? То есть на что вы обращаете внимание? Что является вашим инструментарием, когда вы выбираете какую-то новую нишу, направление, продукт? Скажем так, если мы говорим про стратегический маркетинг, и если брать какое-то новое направление, то важно понять, для кого ты хочешь создать, кто твоя целевая аудитория. То есть выбрать, с кем тебе хочется работать. Во-первых, сегмент – это B2B или B2C. Если это B2C сегмент, то кто является твой покупатель? То есть ты сначала думаешь, кому ты будешь что-то продавать, а потом ты смотришь, что этому человеку можно продать. Не наоборот. Потому что когда мы идем от продукта, мы опять уже за уши пытаемся что-то притянуть. Мы уже придумали, теперь куда это деть, да? Немножко такая моделька. То есть я придумал, не знаю, жарить картошку. Теперь думаю, а кому же ее, продать? Кому она нужна, эта картошка моя? Если мы идем по-другому, что у меня тут есть, 10 голодных человек, и я выбираю что-то им продавать, я понимаю, окей, хорошо, я буду продавать этим голодным людям, жареную картошку. Тогда это работает. Тогда я буду ориентироваться на их вкусовые предпочтения, на их привычки и так далее. И когда я буду создавать продукт уже под конкретных людей, я, возможно, буду создавать то, чего еще не существует. И они еще не знают о том, что им это нужно. Но я понимаю, что, исходя из тех или иных паттернов поведения, им это должно понравиться. То есть сначала мы выбираем, кому мы хотим продать услугу или продукт. По большому счету это не принципиально совершенно, с кем мы хотим работать, с кем нам нравится взаимодействовать. Есть ли у нас способ достучаться до этих людей, если мы с этой точки зрения говорим. Если мы говорим просто о создании какого-то бизнеса, есть теория, которую я называю в практиках 3 сита. Да? То есть первое сито мы выбираем то, что нам нравится. То есть это сито, через которое мы просеиваем, нравится нам этим заниматься или не нравится. И мы можем составить список из 50 вещей, которые мы любим. Неважно, что это за вещи, в порядке бреда думаем, люблю, не люблю, и составим. Второе сито – это наши навыки. Умеем или не умеем. Если я люблю петь в душе, но не умею это делать, то вряд ли мне удастся добиться каких-то колоссальных успехов на этом поприще. Да, как и во всех других моментах. То есть второе сито – умею ли я это делать? Могу ли я научиться этому? То есть если я очень люблю и быстро могу этому научиться, почему нет? Это тоже может быть как, если очень-очень прям люблю,
недостаточно хорошо это делаю. Лучше выбрать то, что и люблю, и умею. И третье – это возможность рынка. Ну, условно, там, не знаю, я, допустим, люблю вышивать там, крючком, к примеру, и даже умею это делать, и, как бы, или на спицах бабушкиных вязать, да? Но рынка для этого не существует, поэтому вряд ли я построю какой-то там глобальный на этом бизнес. Соответственно, когда мы пропускаем любую идею через вот эти 3 фильтра, или берем 3 круга, вот точка пересечения этих 3 кругов, она с большой вероятностью позволит нам создать что-то, что принесет нам какой-то успех, поможет нам добиться каких-то таких серьезных результатов. Есть супербренд или суперрешение, управленческое, там, не знаю, стратегическое. То есть оно же не взялось из воздуха, скажем так. То есть вы, может быть, путешествуете, может быть, вы общаетесь с людьми, там, смотрите тренды. Может, у вас есть вот человек, как вы говорили, который вам какую-то выжимку информационную приносит. То есть какие там утилитарные конкретные шаги вы делаете, чтобы выдавать такой результат не единожды, а то есть много раз. То есть вот это именно... Все получается нативно. Я действительно путешествую много, действительно наблюдаю, общаюсь с разными людьми, что-то слышу. И когда бизнес начинаешь ловиться на кончиках пальцев, это всегда интересно. Вот, в частности, из наблюдения за людьми, да, появился вот в России у нас бальзам для губ Carmex, который считается сейчас бальзамом номер 1 в мире, но в России его никогда не было. Я про него никогда не знал. Мы путешествовали фармацевтическими компаниями, большими коллективами, естественно, всегда заходили в какие-то аптеки, и я стал замечать одну и ту же вещь с разными людьми. То есть если какая-то девушка заходила в какую-нибудь аптеку, будь то немецкая аптека, французская аптека, американская аптека, какая угодно. А обычно там стоял такой тазик, и в нем лежали разные пузырьки бальзама для губ Carmex. И они все делали одно и то же действие. То есть как бы, они брали, запускали руку, брали жменькой то, что смогут достать, и несли это на кассу. Вот, как бы, сколько помещалось в руке, столько несли. Я спрашиваю, что это за... Да, ты ничего не понимаешь, это вот прям очень крутая штука. Когда я узнал, что мои друзья заключили контракт с американской компанией на поставку этого продукта, да, я решил присоединиться сразу к этому бизнесу, потому что точно понимал, как донести до населения быстро, вывести в топы этот бальзам. Хотя в России его знало немного людей. Но мы создали массовый эффект. То есть мы сняли рекламный ролик. Он тоже 5 секунд. Я все рекламные ролики снимаю не больше, чем 5 секунд. Если можно было односекундные рекламные ролики снимать, я бы снимал односекундные. Это в целях экономии или это какой-то, может быть, есть более глубинная причина? Да. Вот есть, не знаю, рекламное агентство. Если прийти в рекламное агентство и попросить, чтобы они сняли какой-то ролик, они еще и байингом занимаются, там, допустим, они предложат снять рекламный ролик секунд 30. Они будут объяснять, что первые, там, 5 секунд человек вообще только там, переводит взгляд на там, что-то. Потом еще 10 секунд нужно какую-то красивую картинку пустить, там, вообще о чем-то, что никак не касается самого продукта. Потом нужно вовлечь в драматургию и по концовке выдать как раз вот этот вот продукт, чтобы человек по ним понял, что вот все это вот было ради вот этой вот концовки. Но, естественно, как бы я взламывать маркетинг любил всегда, и когда я учился на первой MBA своей, это как раз MBA, Executive MBA было на тему менеджмент маркетинга в рекламном бизнесе. Я учился вместе с владельцами рекламных агентств и владельцами СМИ. То есть врага надо знать, что называется, в лицо и как можно ближе. Там я понял, как эта вся система устроена, там я понял, как работают вообще рекламные агентства. Показательный случай, когда меня случайно пригласили на
съезд каких-то крупных рекламных агентств того времени. Большой-большой стол был. Во главе этого стола сидел какой-то владелец какого-то крупного очень рекламного агентства, был там самый главный. И тема собрания этих людей была, на тот момент была очень модная тема «Инсайт в сознании потребителя». И вот кто-то что-то выступал на эту тему, как вызвать инсайт в сознании потребителя. Там. Потом как бы, человек всех слушал. Он, там, типа, сейчас я вам всем все объясню. Единственный человек, у которого вы должны вызвать инсайт, это человек, владелец бренда, владелец бизнеса, руководитель, там, неважно, лицо, принимающее решения. Это единственный человек, у которого вы должны вызвать инсайт. И вместе с инсайтом вы у него должны вытащить максимально возможный бюджет. А дальше, говорит, произойдет следующее. Вот если вы у него инсайт вызовете, и он кучу денег вам выложит, дальше он вызовет всех своих замов, проверит колл-центры, скажет, там, да, проверить мерчендайзеров, отправит, проверить, как товар стоит на полках, проверит сайты, где что работает. Он начнет их гонять еще до того, как что-то вот вообще случится, потому что он же кучу денег вложил. Если он вложил много денег, он начнет всех там как бы по полной программе требовать исполнения как бы в лучшем свете всех своих обязанностей, которые они должны так делать. И дальше прозвучала сама ключевая фраза, которая окончательно поставила все точки над «и», он сказал следующую фразу. И даже если реклама не выйдет вообще, продажи вырастут минимум процентов на 30. Тогда он вызвал инсайт в моем сознании, и я понял, что с рекламными агентствами как бы мне вообще не по пути. И я понял, что надо как бы... Самостоятельно. Ну, чтобы рекламщиков не обижать, может быть, есть какие-то рекламные кампании, которые вот у вас в памяти или там вас зацепили? Рекламных кампаний много разных и интересных, но важно же не получить там программу, ну, там, премию Каннских львов, ведь там же самая непродающая реклама. Там креативная, там прикольная. А реклама должна вызвать у человека как бы желание пойти и купить продукт. Если реклама сработала, значит, реклама была хорошая. Если реклама не сработала, значит, она была плохая. И 30-секундный ролик стоит столько же, сколько и 6 5-секундных роликов. Все просто. Так вот, лучше дать 6 5-секундных роликов, чем один 30-секундный. Поэтому, ну, как бы, здесь подход простой, прагматичный, и важно в эти 5 секунд уложить какие-то посылы для людей, которые будут для них вот четкие, классные. Да? Как бы мы умудрились и эти законы маркетинга нарушить. И, допустим, в рекламе лошадиной силы мы умудрились 2 продукта, гель для суставов и гель для вен, поместить в один 5-секундный рекламный ролик. И реклама звучала так, что отличная новость, знаменитый гель для суставов и шампунь «Лошадиная сила» теперь продаются в аптеках. Мы не рассказывали, как от шампуня прекрасно растут волосы. Мы не рассказывали, как гель для суставов позволит скакать там и в 100 лет почувствовать себя там 30-летним. Мы ничего это не рассказывали. Дальше ассоциативный ряд и фон слухов, который был создан до этого, у людей вызывают определенные желания. Ну, во-первых, когда говоришь слово «отличная новость», то дальше все, что будет сказано, уже человек будет искать, а в чем же здесь отличная новость. То есть он будет искать ответы на эти вопросы. Потом мы пошли как бы дальше и умудрились еще 3-й продукт, гель для вен. Действительно офигенный продукт, очень классный, прям вот, ну, это гордость наша. Создали тонизирующий гель для вен, но мы его умудрились поместить в этот 5-секундный рекламный ролик. Там, дарите себе и близким там, гель для суставов, гель для вен и шампунь «Лошадиная сила». То есть это тоже работает. А это, извините меня, экономия уже не просто в 5 раз, а еще и на 3, в 15 раз экономия. То есть, как бы, а эффект такой же, работает. И вот, в частности, то, что я начал рассказывать про бальзам для губ Carmex, я это применил в рекламном ролике. Ролик тоже был 5 секунд, и звучал он так. Хватит тащить Carmex горстями из-за границы, легендарный бальзам есть теперь и в России. То есть что произошло? Да? То есть те люди, которые
тащили кармекс с гостями. Это, я же не думаю, что только в моем присутствии люди кармекс хватали так. Соответственно, это некая модель поведения определенной категории таких активных путешествующих девушек, которые знают мир там, и так далее. Да, они узнали себя. Да, то есть мне огромное количество людей, типа, как ты узнал? Да, как ты вообще это... Мы действительно так делаем, мы действительно горстями выберем. Это уже после того, как реклама вышла, и я не видел поведения этих людей. Но оно сработало. А для тех людей, которые в жизни не слышали про кармекс, это все равно дает определенный посыл. Мы говорим, хватит тащить кармекс гостями из-за границы. Они значит, кто-то, значит, тащит кармекс, еще и делает это горстями, еще и из-за границы. А за границей это значит что-то хорошее. Да? Такой стереотип мышления был тогда. Да? Сейчас как бы меняется, это хорошо. Но тогда заграничное, оно все было как бы... И, кстати, когда я создавал бренд и назвал его «Лошадиная сила», огромное количество маркетологов, друзей моих и так далее... Что за название, что за бред? Мало того, что какая женщина там захочет ассоциировать себя с лошадью. Ты создавал... Отговаривали. Все. Не было ни одного человека, кроме вот этого моего партнера. Откуда эта уверенность у вас была? То есть на чем основано... Вам все эксперты это говорят, а вы делаете все равно по-своему. Я как раз всех послушал. Мне все говорят, сделай красивое название на французский манер. И так далее. Я понял, что, окей, вот эти все люди, они будут создавать французские названия, красивые, одинаковые. И, соответственно, у людей будет выбор. Лошадиная сила и все остальное. Как было с айфоном, да, то есть люди выбирали между айфоном с одной моделью и огромным ассортиментом всех остальных телефонов. Причем я не скажу, что iPhone был удобный в начале. Потом появился WhatsApp, появилась передача файлов. Сначала это был обычный кирпич. Еще и через iTunes надо было все в него загружать. Это была крайне вообще неудобная вещь. Но зато те, кто в эту секту попали, они превратились в адептов секты и стали всех туда затягивать. То же самое произошло с лошадиной силой. Те люди, которые перебороли этот барьер с названием, во-первых, не очень хочется быть одному в этом направлении. Хочется подтащить каких-то своих друзей. А еще и когда продукт классный, есть, что называется, чем аргументировать. И у нас каждая женщина, которая попробовала шампунь, в среднем порекомендовала 5 своим подругам. Так мы с помощью сарафанного радио очень много добились, да, развились за счет, в первую очередь, сарафанного радио. Потом мы стали делать Том-2, и другие вещи. Это уже мы были на определенном пике популярности. Соответственно, вопросу, откуда беру. Я увидел, как люди относительно кармекса себя ведут. Здесь, с другой стороны, услышал, что какие-то партнеры заключили контракт. Если бы 2 вещи эти я не сложил, не было бы у меня этого бизнеса. Смогли бы мои партнеры развить это без меня? Не знаю. Может быть, смогли бы, может быть, нет. Но те фишки, которые мы стали делать, не делал никто. Например, тогда активно развивался Дом-2, и было очень интересно все это делать. Я стал думать, что еще можно превратить в реалити-шоу? Да? То есть как еще сломать матрицу? Как взломать маркетинг? И сделать что-то, чего, опять же, не делал никто. Мы придумали программу новостей, утренние новости. То ли на НТВ, то ли на ТНТ, не помню, Газпром Медиа. Мы превратили в микро-реалити-шоу. Ведущая перед тем, как выйти в эфир, а на самом деле она была уже в эфире, но еще она якобы об этом не знала. Многие наши зрители часто видели наверняка, что новости когда или что-то еще. Ведущих уже снимают, потом им говорят, вы в кадре, они сразу Мы этот эффект решили сделать, и, соответственно, она берет спокойненько бальзам для губ и мажет губы кармексом. Соведущий спрашивает, что это у тебя такое? Да, ты что, не знаешь, это бальзам для губ номер 1 в мире, самый популярный, все телеведущие им пользуются, всему миру, ой, так вкусненько, классно. Они говорят, вы в эфире, уже прям чуть ли не громко и сообщают, извините, все, все. Сработало
Просто офигенно. Дальше я думаю, а как же, теперь это масштабировать? Ну, один раз мы это отсняли, и мы придумали сделать гротескную форму. И они еще там какое-то количество сеансов уже в утрированной форме там как бы начинают утро с якобы шуткой про неудачную там этот нюанс. Уже ведущий, там, соведущий говорит, ну, а где там любимый бальзамчик? Ну, давай теперь я попробую, да, там, то есть мужчинам же тоже можно, мол, да можно, там, все. И вот каждый раз они по-новому подходили к этому вопросу. У нас уже традиция, мы начинаем наше утро, дорогие друзья, с бальзама для губ Кармекс. И вот это вот постоянное изменение, постоянная какая-то новая штука. То есть если мы условно отдали это рекламному агентству, ну что, они это сделали бы? Да никогда. Только владелец бренда, который живет этим, который как бы инвестирует собственные деньги, собственное время, и которому не безразличен результат, потому что большинство агентств результат, в принципе, все равно. Да, есть ключевые клиенты, да, есть добросовестные владельцы агентства, уж меня, простите, это наболевшие. Естественно, есть качественные агентства. Естественно, есть какие-то менеджеры, которые относятся к клиентскому продукту как к своему и болеют за него и так далее. Но, к сожалению, в рамках рынка это больше исключение из правил. Если там кому-то удастся найти такое агентство, мои аплодисменты, только порадуюсь. Но это всегда больше исключение из правил. Поэтому очень важно, чтобы владелец бренда, идейный владелец, чтобы он был вовлечен в эти вещи. Тогда он может делать вот такие вот совершенно нестандартные штуки. Так это получается. Причем, думаешь, а что же прикольного можно придумать? Что же можно сделать? Потому что, господи, купить рекламу в кладбище рекламных роликов, каждый может. Здесь много ума не надо. Кто-то больше скидку получил, кто-то меньше, но эффект-то будет минимальный. А вот когда ты такую штуку сделал, эффект в десятки, в сотни, может быть и в 1000 раз выше, чем если бы это было просто инвестировано в обычную рекламную кампанию, обычный красивый рекламный ролик какой-то. А вот лошадь к Урганту привести на программу, да. Это тоже ваша идея? Наша совместная, да, у нас там есть ряд творческих товарищей, которые те или иные креативы какие-то придумывают. Действительно, вывести на Первый канал лошадь, не так просто. И это запоминается. По поводу аптек. Вы полностью вышли из всех ваших аптечных бизнесов, то есть вы эти доли продали. Вы оцениваете, что вы на пике вышли оттуда, то есть вы довольны вот этим решением своим? Скажем так, я вышел на ожидании, да, то есть у нас был опцион заключен там с крупной компанией и так далее. Там же надо было учитывать, что большая кредитная нагрузка была уже на тот момент на конечно, организацию. Конечно. Во многом там в этой области были какие-то разногласия уже с партнерами и так далее. То есть я доволен своим выходом, скажем так. Я инвестировал все свои ресурсы в совершенно новые направления, которые принесли мне много, опять же, приятных эмоций, много радости, много удовольствия. С Григорием Лепсом мы сделали коллекцию продуктов для праздничного застолья. Я стал инвестировать в технологии будущего, дополненную реальность, искусственный интеллект. Создали конструктор для создания социальных сетей и платформ. Это то, чем я сейчас в основном занимаюсь, то, во что инвестирую. То есть вы эти деньги своего времени. Инвестируете или они Я всегда все инвестирую. У меня есть, может быть, не совсем правильная привычка. Я всю... В ценные бумаги, в недвижимость никогда. Такое нет? Нет, неинтересно. Скажем так, в ценных бумагах я не разбираюсь. А один мой партнер всегда говорил, если садишься за карточный стол и не знаешь, кто за столом лох, значит, лох ты. И эту фразу я усвоил, поэтому ни в биткоины, ни в ценные бумаги я не играю. Я понимаю в целом, как вся система это устроена.
И как раз всей этой финансовой огромной машине нужны как раз те любители, которые приходят выиграть. А им дают, естественно, сначала немножечко заработать, они входят там на этапе роста, и все растет, они уже чувствуют себя супергуру, все, они чувствуют себя суперуспешными инвесторами, они точно знают, как будет что расти, а потом наступает кризис, компании обесцениваются, акции там, и как бы все заканчивается на этом. То же самое как бы и с криптовалютами. Да, кто профессионально погружен в эту историю, а таких людей на самом деле единицы, кто прям действительно профессионально погружен, и еще 90% тех, кто сегодня еще успешен пока, это те люди, которые случайно успешны на самом деле. Вот эту вот качелю, которую то поднимают, то опускают, то поднимают, то опускают, ее делают для чего? Для того, чтобы втянуть новую волну людей. То есть вот подняли до максимума, все, нового притока наличных денег нет, он закончился. Тогда они рушат, опять притока нет, и начинают растить. И в этот момент новые деньги входят в рынок криптовалют. Входят, они растут, все больше входят. Дальше у людей заканчивается ожидание роста. Перестают носить. Окей, хорошо. Опять рушим. Хорошая игра, вырастил, срезал, урожай поднял, скосил. Все, стандартная методика, ничего не меняется. Просто на акциях обычных это как бы вот такие пики, там, да, а на криптовалюте они там вот такие. И, соответственно, я, поскольку не разбираюсь особо в этом, я туда и не иду. Мы постепенно переходим к вашим IT-проектам, но я хотел бы еще спросить, из так называемой традиционной экономики проекты у вас остался производственный, вот этот проект косметики, там, где... Бренд «Лошадиная бренд сила», сила. да, мы развиваем. Да, это то, чем вы занимаетесь да, и по сей день? Конечно. Да. Есть дистрибьюторский бизнес. Аптечный? Нет, не аптечный, косметический. Угу. То есть мы завозим профессиональные там, шампуни Чи, краски для волос, бальзам для губ Кармекс, из Японии косметику завозим в Амилис, из Италии завозим еще профессиональный бренд Мелюдичоты. И локальная дистрибьюция, помогаем там каким-то ребятам продавать Boys Toys, там еще что-то там. Около 100 каких-то наименований разных продуктов, которые нам не принадлежат. Это вот дистрибьюторская некая история. Сами там внутри запустили американский бренд 305 by Miami Spa. Как бы с учетом такого острого сейчас дефицита западных каких-то продуктов, считаем, что может иметь перспективу. Потихонечку все растет. Там реально классная, вкусная косметика уходовая. Вот, всякие гели для душа, скрабики, там, все, что для девочек. А для мужчин у нас сейчас вот разработалась только новая линеечка Manway бренд, качественный бренд. Вдохновлялись мы косметикой Squire. Опять же, мы были ее дистрибьютором, но потом наш партнер закрыл это направление. Он закрыл франшизу с Squire и, соответственно, по своим причинам перестал заниматься. У нас оно неплохо развивалось, и мы сделали бренд Manway, но идеологию взяли из Esquire. Дизайн немножко перекликается, вообще не похож, но он как-то считывается, дух, энергия там оттуда идет. Поэтому думаю, что тоже будет успешный бренд. У меня есть инфоаптека, это софт, на котором обслуживается около 3000 аптек. Тоже IT-проект. Мы помогаем маленьким одиночным аптекам получать те же преференции, грубо говоря, которые имеют большие аптечные сети. Фактически мы делаем полный IT-аутсорсинг. И мы им даем программу с очень серьезным там, анализом, как бы и ABC, XYZ, и кластерный анализ, и финансовые модули, там, все. Полный сервис, то есть, условно, там, не знаю, заведующий может 2 кнопочки нажимать, и у нее все будет работать. Вообще ваш прогноз, куда движется аптечная отрасль в России, предположим? То есть на горизонте 5 лет, что из себя будет представлять аптечная отрасль?
На самом деле очень много разных взглядов на это. В первую очередь есть два диаметрально противоположных тренда. Вот они прям вот в разные совершенно стороны. Первый тренд – это избавиться от парафармации, от косметики, от всего остального и сократить аптечный ассортимент до лекарственного ассортимента. То есть это вот как бы одно направление. Второе направление, оно диаметрально противоположно, это создать как можно больше собственных торговых марок. И опять же это доходит до смешного, что аптечные сети настолько увлеклись этим, что забывают про простую экономику. Это вот мой партнер там, по либридерму рассказывает, что приходит там, со своим приятелем в его аптеку, тот ему показывает, вот смотри, как у меня красиво стоит, там, и он задает какой-то вопрос заведующий, там, что-то там спрашивает про либридерм. И та ему, как бы не зная, что стоит владелец, а мы вот, да, вместо него предлагаем там вот это вот, там ваш вот этот, он как бы, ну, и люди берут, он дешевле, лучше. И мой партнер спрашивает, слушай, говорит, ты на каждой моей упаковочке сколько зарабатываешь? Он говорит, столько там. А на своей упаковке сколько ты зарабатываешь? Там, в 3 раза меньше. Он говорит, не понимаешь, что ты стратегически ошибка? Ну, мы не так считаем, мы там по-другому это все. То есть в погоне за собственными SKU зарабатывают меньше? Зарабатывают меньше. Ну, то есть, никто не считает. То есть иллюзия. Иллюзия, что на собственных марках они заработают больше, хотя это неправильно. Каждый должен заниматься своими вещами. Если у тебя собственные торговые марки маржинальность приносит больше, чем как бы, сторонний бренд. Это правда. И спрос на них, если сумел создать реальный спрос, а не потому, что как бы человек пришел за популярным продуктом, ты ему сказал, не, это не бери, вот это бери, это хорошо. Но что происходит в следующий раз? Ну, допустим, там, возьмем, к примеру, там, не знаю, мы сделали гель для вен «Лошадиная сила». И какое-то время спустя какие-то аптечные сети тоже попытались себе сделать что-то с лошадиной тематикой, собственные торговые марки какие-то. Кто только не пытался на самом деле. Абсолютно все безуспешно, потому что есть оригинал, а есть все остальное. И мало того, что мы никогда не жалеем заварку в чай, потому что мы используем самые дорогие качественные ингредиенты, мало кто это понимает, и всегда у технолога есть возможность сэкономить. Зачем что-то делать за 300 рублей, если что-то можно сделать за 100. Но это же недальновидное мышление. И вот человек пришел в аптеку, говорит, дайте мне лошадиную силу. А ему говорят, а возьмите вот этот вот другой гель, такой же он там, но дешевле. Он говорит, хорошо, взял. Он пришел, а ему не помогло. Что он делает дальше? Он идет уже в следующий раз в другую аптеку. Потому что ему не хочется преодолевать этот социальный барьер, ему не хочется уговаривать фармацевта, нет, все-таки мне лошадиную силу продайте, потому что, ты вроде бы пришел для того, чтобы тебе сервис сделали, там еще какой-то, а не уговаривать кого-то тебе продать то, что тебе нужно. И вот аптеки заигрались, очень сильно заигрались в СТМ-политику и теряют клиентов. Люди уходят и идут куда-то в другое место, где им дают больше сервиса. То есть вроде бы они что-то выигрывают на том, что дают name-бренд, да, в замену там, да, как бы популярного, но они на этом теряют. Давайте обсудим ваши проекты в IT. Там и дополненная реальность, и социальные сети. Первый вопрос. Почему именно вы решили пойти туда? Это для вас очередное приключение, или вы хотите, есть какая-то амбиция построить компанию единорога? В общем, интересна ваша мотивация, и в целом расскажите про это поподробнее, над чем именно вы сейчас работаете. Здесь, опять же, мы прицелились туда, где, на наш взгляд, должен возникнуть спрос. То есть логика простая. Если мы смотрим там маркетинг и разбираем его по шагам, да, то там первая парадигма маркетинга – это найти товар, товарно-ориентированный маркетинг. Парадигма вторая – там это уже клиент-ориентированный маркетинг, то есть ты должен на клиента ориентироваться. А третья парадигма – это уже должен быть социальным, то есть помните все эти разговоры про экологию, у нас эко, био, мы природу не загрязняем, вот эта вот история, да?
пользу природе приносим, на благотворительность перечисляем, там еще что-то, это уже некая форма социального маркетинга. 4-я парадигма – это диджитал-маркетинг возник. 5-я парадигма – маркетинг персональных устройств. То есть диджитал-маркетинг – компьютеры и все, что вся баннерная реклама, и все, что вокруг этого, контекстная реклама и так далее. Это вот наши телефоны, наши рекламные устройства, которые мы носим с собой 24/7. И, соответственно, в этот момент произошла серьезная революция. Правильные рекламисты получили доступ к сознанию потребителя 24/7. И вот тут происходит некий слом. Как бы в 6-й парадигме маркетинга он не просто персональный, это уже как бы новая форма, когда людей нужно объединять в некие сообщества. То есть это маркетинг омниканальных сообществ. Что такое омниканальное сообщество и чем оно отличается от классического, да, базового сообщества? Это когда у тебя с каким-то ореолом людей, объединенных с тобой общей идеей или общей проблемой, или общей целью, ну, считается значимая трансформативная цель, как вот центростремительная сила, главная, которая объединяет вокруг себя как бы максимальное количество людей. И ты с этими людьми пересекаешься в разных точках сферы некой. То есть общение в чатах, условно, это одна из точек пересечения. Только лишь одна. Когда же мы создаем платформенное сообщество, пойдем с разных сторон сейчас, чтобы у всех картинка сложилась. Сообщество бывает просто сообщество, да, следующая стадия – это монетизируемое сообщество. А следующая стадия – это платформенное сообщество. То есть монетизируемое сообщество – это когда ты вот сообщество просто людей собрал, там, неважно, религиозное сообщество, или это клуб там, любителей сигар, или что-то еще. Ну, любители сигар – это уже монетизируемое сообщество, потому что они обычно сигары покупают, и на этом зарабатываешь что-то. Дальше идет платформенное сообщество, а потом идет омниканальное платформенное сообщество. Это тематическая социальная сеть фактически. Когда люди, объединенные какой-то идеей или проблемой, или хобби, или чем-то еще, соединяются в некую тематическую социальную сеть. Это, с одной стороны, монетизируемый бизнес, с другой стороны, самый капитализируемый бизнес, потому что на сегодняшний день не существует более капитализируемого бизнеса, чем социальные сети. То есть один человек, клиент, с точки зрения капитализации в социальной сети стоит дороже, чем в любом другом месте. Сейчас, когда я начну рассказывать примеры, будет все понятно. Да? Опять же, что такое платформа? Да, то есть, если мы рассматриваем бизнес там, по категориям, да, условно, там, от ремесленнического до платформенного. Условно, если у меня там есть машина, я, там, не знаю, занимаюсь частным извозом, да, это ремесленническое предпринимательство, по большому счету. У меня нет начальника, я захотел, вышел на работу, захотел, не вышел на работу. Если я работаю, кстати, нейрохирургом, в принципе, то же самое, по большому счету. Это тоже ремесленническое предпринимательство. Просто разный уровень навыков, да, квалификации. Но если я работаю нейрохирургом или если я работаю таксистом, если я не вышел на работу и не сделал там операции или не повозил, деньги не приходят. Работаешь, деньги приходят. Не работаешь, деньги не приходят. Потом я, допустим, не знаю, заработал какие-то деньги и купил еще одну машину. И вот на этой машине я езжу сам, а вот эту сдаю в аренду своему, там, не знаю, соседу. И он на ней уже ездит и платит мне какой-то фикс там, или какой-то процент от выручки того, что он сам там то же самое делает. Но здесь уже я вышел на работу или не вышел я на работу, деньги ко мне начинают поступать. И это предпринимательство уже начинается фактически, потому что уже мои инвестиции начинают на меня как-то работать. Следующий шаг, я вот таких друзей собрал, там, не знаю, 10, 20, 30 человек, и я, не знаю, построил или купил таксопарк и поставил туда директора. И это уже бизнес. Уже есть структура с управляющим. Это уже вот то, что можно назвать бизнесом. Полноценный бизнес. И вот дальше я начинаю развиваться. У меня как-то там успешно все получается. Я таких таксопарков купил там, по стране.
во всех крупных городах, допустим, я построил самую большую сеть таксопарков, и фактически я начинаю управлять рынком цен. Фактически я превращаюсь в монополию. Да, понятно, что какие-то таксопарки еще есть, но у меня, допустим, контроль. Да, и как бы во всех крупных городах машины становятся самыми популярными. Я стал фактически монополистом рынка, самый крупный игрок. А потом приходит Uber и сносит нахрен весь этот бизнес. Не имея ни одной машины, не имея на зарплате ни одного водителя, он сносит систему, которая строилась там годами, десятилетиями. И капитализация Uber при этом, она многократно выше, чем капитализация там, всех объединенных таксопарков, наверное, за всю историю вместе взятых. Но если бы это было только в разделе там, не знаю, машин, это была бы одна история. Но существует огромное количество разных примеров, и мой любимый пример – это Airbnb, приложение для снятия домиков, квартирок и так далее. Airbnb считается на сегодняшний день самой дорогой сетью отелей. При этом нет ни одного квадратного метра недвижимости в собственности. При этом есть Marriott, который является крупнейшим владельцем отельной недвижимости. И Marriott при этом стоит в 3 раза дешевле, чем Airbnb. Программулька. И понимая, куда движется мир, я понял, что нужно двигаться куда-то вот туда. Но я понял, что создавать с нуля свой Uber, свой Facebook, ну, опять же, запрещенные на территории Российской Федерации, они же являются на сегодняшний день самым большим в мире средством массовой информации. Крупнейшие в мире СМИ. При этом они не создают ни одного пикселя контента. При этом выдают самое большое количество контентов, у них самые большие просмотры, самое большое количество времени люди проводят у них. Да, это платформенный бизнес, то есть это платформенные СМИ. Да, то есть Facebook, TikTok и прочие товарищи — это платформенные СМИ, это СМИ будущего, которые будут еще модифицироваться, развиваться, всегда будет появляться что-то новое, там, миллиарды вариантов, там, не знаю, в Китае уже более 100 социальных сетей только в одном Китае, и 10 из них имеют аудиторию там, месячного охвата 500 миллионов человек. То есть вы считаете, что есть место для новых Место платформ? не просто есть, немеренное количество. Вот, у меня есть маленький телеграм-канальчик для узкого совершенно круга людей. Называется канал «Самоокупаемый маркетинг». Зрители могут зайти и почерпнуть оттуда какую-то идею про платформы, про все остальное. То есть это вот как бы маркетинг будущего, основанный на платформенных каких-то решениях. Там у меня порядка 300 подписчиков, грубо говоря. То есть это исключительно такая история для узкого круга людей, которых я потихонечку вместе с собой развиваю. Да? То есть разместим ссылку под описанием. Всегда мечтал это сделать. И, соответственно, мы ежедневно публикуем какой-то кейс про какую-то новую или не новую социальную сеть, социальные сети там для питомцев, там, социальные сети для как бы, кого угодно. То есть их такое количество. Да, как бы постоянно что-то находим интересное. Постоянно какие-то находим, и, соответственно, для себя мы отрабатываем какие-то форматы. Вот, и отзывы, соответственно, собираем, насколько это применимо там, для нашей страны, там, близлежащих рынков. Смотрим, соответственно, что может получиться интересного. И мы понимаем, что вот большое количество тематических социальных сетей будет в дальнейшем построено вокруг каждой проблемы, каждого хобби, каждого сообщества и, самое главное, вокруг каждого бренда. То есть в чем идея самоокупаемого маркетинга? Если мы берем классический маркетинг, опять же, которому нас кто научил? Владельцы рекламных агентств. Кого мы читаем, чьи книжки? Там, Клод Хопкинс, там, Дэвид О'Гилви, ну и прочие товарищи. Которые кто? Рекламисты из рекламных агентств, владельцы рекламных агентств. Они нас научили, как
правильно делать маркетинг. Но они же нас учили тому, что интересно им, а не тому, что интересно брендам. И они научили нас такому маркетингу, в котором маркетинг является всегда бочкой с дыркой, куда постоянно надо доливать по все большим и большим ценам, увеличивая дозы. Потому что там все будет выходить. И остановился, через какое-то время бочка пустая. Все. Мы подумали, ну окей, без инвестиций, наверное, сложно что-то сделать. Но как сделать так, чтобы ты один раз эту бочку, что называется, бассейн наполнил уже, и дальше мог в нем плавать. Ну, иногда можешь чуть-чуть что-то там добавлять, но чтобы это было не обязательно. И чтобы это было как бы в небольших дозировках, и то по желанию. Мы поняли, что да, нужно строить маркетинг на основе сообществ. Если бренд выстраивает свой бизнес и строит вокруг него сообщество, но сообщество он должен, сейчас вот важный момент, да, то есть сообщество важно строить не вокруг названия бренда и не вокруг продукции бренда, а вокруг задачи и идеи, которую этот бренд решает. Мой любимый пример, если у вас сеть магазинов товаров для животных, вам не нужно строить социальную сеть любителей товаров для животных. Вам нужно там строить социальную сеть любителей питомцев. Эти люди начинают общаться между собой уже самостоятельно. То есть не нужно вкладываться в контент, не нужно постоянно движуху какую-то наводить. То есть постепенно люди сами начнут общаться. Люди будут объединяться в сообщество по породам, по проблематикам, выставлять рейтинги ветеринарным клиникам, кормам для животных, там еще что-то. Собрав вот эту аудиторию, допустим, я бы, если был владельцем, я бы сетку нативно туда интегрировал. Проводил бы какие-то опросы, спрашивал бы про ассортиментную политику, что нравится, что не нравится. Постепенно вводил бы бренд в жизнь этих людей и старался решать те проблематики, которые у них возникают. Очень классный пример. Еще вы говорили про сообщество бегунов Adidas. Да, конечно, Adidas заплатил $250 миллионов за сообщество Runtastic. 50 тысяч человек всего было. Есть еще, тоже из России ушла социальная сеть Strava, это сообщество велосипедистов. Там, много всего, тем много. Сейчас в Runtastic чуть ли не под 180 миллионов человек в итоге. То есть они примитивнейшую совершенно социальную сеть превратили в мощнейший сбор информации через неинвазивные датчики и через все остальное. Они строят свой маркетинг, уже собирая все данные на основе них. Словно если я, какая-то компания, которая производит кроссовки с красивым дизайном, с красивым, хорошего качества товар, все классно. Но меня пока, допустим, никто не знает. Вот не знает меня. Мне, чтобы достучаться до конечного потребителя, сначала нужно провести технологические разработки. Потом закупить сырье на производство кроссовок, выпустить размерный ряд, модельный ряд с разными цветами, еще что-то. Да? То есть вложиться очень достаточно серьезную сумму, вложить в производство продукта. Потом я должен прийти, в какие-то магазины типа Sportmaster и тому подобное, и которые мне будут рассказывать, что полки не резиновые, у них собственные торговые марки и так далее. Допустим, мне удалось куда-то встать. Кого-то я уговорил, и вот я в спортивные магазины какие-то поставил свой бренд. Естественно, никто из покупателей не придет и не скажет, хочу именно вот этот. Да, стоят известные, знакомые им бренды, и стоит какой-то мой неизвестный. Да, чтобы он стал известным, мне, соответственно, надо дать какую-то рекламную кампанию. Соответственно, я должен дозвониться до какого-нибудь Шакила Нила или до кого-то еще, заплатить ему сколько-то миллионов долларов, чтобы он снялся в рекламе моих кроссовок, которые, в принципе, он еще покапризничает, потому что no-name бренд, ему крупнейшие бренды за ним в очередь стоят. Поэтому придется брать звезду чуть поменьше. Заплатить все равно придется денег, но эффекта такого не будет. Купить 30-секундные рекламные ролики, вложить кучу денег в продвижение, и только потом я пойму, что, оказывается, мои кроссовки нафиг никому не нужны.
потому что цвет не тот, и дизайн не тот, и вообще никому это не интересно. И всех устраивает там Adidas и так далее. Если же я начну инвестировать деньги еще до того, как произведу первый кроссовок, если начну инвестировать деньги в сообщество бегунов или теннисистов, или еще кого-то, в зависимости от того, какую модель я собираюсь, под кого я собираюсь создать. Если я там под теннисистов создаю теннисные кроссовки, это одна аудитория должна быть. Если я для любителей утренних пробежек, другая модель должна быть. Для баскетболистов я должен собрать сообщество баскетболистов и так далее. Так вот, когда я собрал сообщество нужных мне, допустим, спортсменов или любителей в какой-то конкретной области, которых объединил вокруг некой цели и хобби, у них уже есть, им не надо мне ничего привносить. Да? Рантастики люди просто отмечали по геолокации, где они бегут. По большому счету это был доминирующий весь функционал. И, соответственно, другие люди присоединялись к маршруту, почему бы там вот не побежать с этой девушкой симпатичной, подумает кто-то там, или с этим парнем. Там, да? Девушка может подумать. И, соответственно, как бы они собираются в какие-то компашки, а вот они уже вдвоем бегут, а тут третий кто-то к ним присоединяется. И вот как бы вся история. Да? То есть совершенно простейшие алгоритмы, совершенно простейшие социальные механики, но они рабочие. Ну, что у людей уже есть интерес, их вокруг этого интереса объединить достаточно легко. Соответственно, когда люди объединены вокруг общего интереса, вокруг общего хобби, цели там, и так далее, они начинают коммуникации уже сами. А дальше, это если я производитель кроссовок, я начинаю с маленького вопроса сказать: друзья, хочу создать там такую-то модель. Вот подскажите, чем вас не устраивают вот сегодняшние кроссовки? Кто-то скажет, натирает, кто-то скажет, подошва изнашивается быстро, кто-то скажет, шнурки тяжело завязывают. Ответы будут совершенно разные. Но самое главное, мы получили точку контакта. Мы получили обсуждение людей, которые становятся для вашего бренда экспертами, которые становятся для вашего бренда наставниками, которые становятся такими крестными родителями вашего бренда, по большому счету. Там вы создаете какой-то дизайн, отправляете. Такой пойдет? Интересно. Такой или такой цвет? Кто-то выберет. Такой, другой. Вы уже в среде общения, среди своих находитесь. А потом вы делаете предложения по предзаказам. Вот у вас там сколько-то вариантов есть. Вы начинаете собирать предзаказы. Не на полную сумму, там 20% стоимости, а можно и 100% от стоимости. Если вы создали действительно что-то классное, то можно и 100% от стоимости брать. Соответственно, вы получаете инвестиции на выпуск продукции. Да, я люблю приводить пример с Илоном Маском, который 5 лет назад выкатил на сцену жестяную коробку, которую назвал кибертрактом или как-то так, которая была просто, обычная жестяная какая-то история на колесах, которую он презентовал как машину, и собрал под нее предзаказов чуть ли не там на $1 миллиард. По $200, по $300. Он уже четко понимал, какое количество машин ему нужно выпустить. Он взял эти деньги и инвестировал их в разработку машины. Ведь потом все равно нужно заплатить полную стоимость. То есть автомобильщики, они же молодцы, они хорошо построили свой бизнес. Дистрибьюторам зарабатывать особо не дают. Своя хорошая отдельная история. Вот. Он сделал круче всех. Он собрал предзаказы, понял весь рынок. Он дальше собирает уже предоплаты и уже выпускает готовые машины за чужие совершенно деньги. На деньги, собранные с предзаказа, он действительно разработал автомобиль уже. А все остальное вот такой вот самоокупаемый маркетинг. Но не каждый имеет такую медийность, как Илон Маск, поэтому приходится собирать людей в сообщество. Да, и создав социальную сеть любого формата, признанную по территориальному признаку, по диаспоральному признаку. Там любая нация может построить себе социальную сеть, чтобы общались все люди, живущие по всему миру, но объединенные какой-то общей культурой, какой-то идеей, религией, национальной, чем угодно. Тем для создания их тысячи. Вот. А если создавать это все с нуля, то нужно инвестировать очень крупную сумму. И долго.
мало того, что денег нужно там десятки миллионов долларов инвестировать, так нужно еще и как бы годы жизни инвестировать в это все. Соответственно, мы подумали, раз будет спрос, раз все движется в эту сторону, почему бы не создать конструктор, на основе которого люди смогут за копейки или бесплатно создать полноценную социальную сеть. И вот мы запустили конструктор диаграмм, на основе которого внутри диаграммы в ближайшее время можно будет вообще бесплатно создавать социальные сети свои. Ну, в Телеграме, условно, можно создать инфоканал, а в диаграмме можно создать социальную сеть полноценную, включая мессенджер уровня Телеграма. Вот, соответственно, а также может быть отдельно создана под собственным брендом, залитая в сторы, отдельная полноценная социальная сеть уже под вашим брендом. Следующая категория, как бы, она может на наших серверах находиться, и наши IT-специалисты будут ее обслуживать, чтобы не заморачиваться с этим. Но если совсем большие амбиции, собирайте, пожалуйста, свою команду, можно все это делать вместе с кодом, забирать и самим разрабатывать, дорабатывать историю дальше. Такая опция тоже есть. Ну, это для каких-то там государств и так далее мы уже создаем полноценную историю, отдаем, они сами дальше как бы занимаются, разрабатывают, создают продукт. Тимур, наш проект призван молодым абхазским ребятам помочь, направить на истинный путь, как бы пафосно это ни звучало. Поэтому какие-то основные постулаты, советы. Вот нас сейчас смотрят тот же студент Абхазского госуниверситета, неважно, любого заведения, да и не обязательно, что это студент, чтобы вы своим землякам порекомендовали. Наша с вами цель общая, чтобы таких успешных, таких магнатов, серьезных предпринимателей, талантливых становилось больше. Я думаю, от этого и нашей республике будет лучше, и в целом как бы всем вокруг. Какие-то основные советы дайте, вот как напутственные, отеческие, можно сказать. Куда нужно смотреть, что нужно делать, может быть, там 3-5 советов, так, чтобы наша молодежь их услышала. Конечно, но в первую очередь нужно прислушиваться не ко мне, а к своему сердцу. Это первое, это самое главное. Дальше нужно выбрать то направление, которым вы готовы были бы заниматься, чтобы самим еще платить за это деньги. То есть это хобби. И это бизнес должен быть построен именно на вашем любимом деле, на вашем любимом занятии. То есть бизнес нельзя создавать ради денег. Бизнес надо создавать именно ради удовольствия, получения максимального кайфа, драйва от процесса. Тогда и денежки начнут приходить, как бы, потому что деньги идут туда, где хорошо, где комфортно, где творческая, веселая, позитивная атмосфера. А творческая, веселая, позитивная атмосфера может быть в двух вещах. Она либо искусственно создается гигантами отраслей, там, Facebook, там, Mail.ru, Google, Яндекс, там, да, они за счет огромного ресурса создают вот эту вот шикарную творческую атмосферу для коллектива, либо в доступном нам нашем формате собирать друзей. Да, то есть мы собираем друзей, и каждый закрывает какое-то направление. Кто-то, там, не знаю, финансовое направление закрывает, кто-то рекламное, кто-то маркетинг, кто-то производственное, кто-то еще что-то. Очень важно, чтобы каждый за свое направление отвечал, и как бы вот он отвечает за это, и все. И мы туда не лезем. Все. Вот он главный, мы можем выступать в качестве советников для него в этом направлении, но финальное решение принимает именно вот тот ваш друг, с которым вы вот начали, и он как бы за это направление отвечает. Тогда все работает. Нужно просто коллективно принимать решения по каждому вопросу. Это тоже альтернативная версия, но если вы занимаетесь какой-то историей, которая нравится всем вам, то есть очень важно подобрать друзей, которые, закрывают ваши слабые места своими сильными сторонами. Потому что у каждого из нас есть сильные стороны, слабые стороны. И очень хорошо, если вы сможете собрать такой коллектив, да, из близких по духу вам людей с общими увлечениями,
которые закроют ваши какие-то слабые места. Дальше направление, да, выбираем то, что нам нравится, да, просеиваем через сито, любим делать, потом просеиваем через второе сито, умеем делать, и просеиваем через третье сито, есть возможности для рынка. Вы всегда обыграете тех людей, которые занимаются тем же самым просто ради денег. Когда вы начинаете что-то делать, у вас начинает что-то получаться уже. Очень важно не попасть в ловушку роста. Концентрируйтесь не на выручке, а на маржинальном доходе. Всех сотрудников, всех привязывайте премию обязательно к маржинальному доходу, чтобы они зарабатывали вместе с вами. Потому что если они будут зарабатывать там на выручке, вы будете по разные стороны баррикад. Они будут стараться демпинговать, они будут все время требовать от вас давать скидки, там еще чего-то. В итоге дойдет все до кассового разрыва, ну и так далее. Поэтому очень важно сосредоточиться на маржинальном доходе, а лучше сразу на прибыли. Не пытайтесь расти быстро, пытайтесь расти пошагово. Следующая тема. Обязательно стройте сообщество ваших потребителей. То есть выберите своих клиентов, объедините их в какое-то сообщество вокруг их хобби или вокруг их проблемы или вокруг их задачи, а потом нативно интегрируйте туда свой бренд. Допустим, если у вас, какой-то косметический бренд или косметическая услуга, или медицинская какая-то косметическая услуга, к примеру, и ваша аудитория женщины, вы можете создать какое-то женское сообщество, можно создать женскую социальную сеть, если есть на это амбиции, ресурсы и так далее. Но как минимум сообщество какое-то. Объедините женщин вокруг чего угодно. Это могут быть мамочки, это могут быть, женщины, которые только собираются беременеть, это могут быть женщины-спортсменки, женщины, которые бегают по утрам. Неважно, какая тематика, но вы объединяете вашу целевую аудиторию вокруг чего-то, что напрямую с вашим бизнесом не связано, но они являются вашей аудиторией. И нативно продвигаете свой продукт, услугу, им взаимодействуя с ними, проводя какие-то опросы, проводя какие-то социальные механики и так далее. То есть, когда вы все это сделали, у вас появляется аудитория, с которой можно работать, у вас появляются люди, которым у вас будет безлимитный доступ, и он будет уже бесплатный. Более того, вы можете их капитализировать, монетизировать. Если вы создали, социальную сеть, к примеру, тематическую какую-то, вы можете, что называется, зарабатывать не только на собственном продукте, но и на продвижении товаров и услуг от неконкурирующих с вами производителей. Если, допустим, создали социальную сеть женщин, сообщество женщин, которые бегают по утрам, вы же можете им показывать рекламу, а вы, допустим, кроссовки производите. Вы можете им рекламу духов каких-то показывать, косметики для спортсменок, какие-то уходовые средства. Можете от банков каких-то получать, рекламировать, какие-то банковские услуги, еще что-то. То есть, на самом деле, количество предложений, которые вы сможете им сделать от партнеров, оно может по доходности сильно перекрыть даже то, ради чего вы их собирали. В этом и заключается модель самоокупаемого маркетинга, когда маркетинг начинает зарабатывать сам на себе, предлагая уже созданную аудиторию широкому уже партнерскому сообществу рекламодателей. Главное, чтобы все было нативно и чтобы реклама была тех продуктов и вещей, которые действительно интересны вашей аудитории. Тогда она не будет вызывать ни раздражения, ничего. Если я, допустим, создал YouTube-канал, и мне придет реклама каких-то микрофонов, наверное, будет для меня интересно и важно. Или каких-то видеокамер, или чего-то еще, или света, или фильтров. Не знаю. Что-то, что в моей тематике мною будет восприниматься позитивно. Поэтому это такие постулаты. Делайте бизнес с друзьями, занимайтесь любимым делом, создавайте сообщество, и успех придет с 99,9
0,1% вероятности. Всем спасибо. Тимур, спасибо вам огромное за этот разговор. Я желаю вам успехов на любом поприще, которое вы изберете. Я уверен, впереди еще много интересных проектов от вас. В общем, спасибо. Спасибо.